Итак, друзья, в этом ролике речь пойдет о эндуро, мотоциклах, в данном случае GR1. А, Два мотоцикла мной были куплены в 2019 году в мотосалоне Мотоактив на Симонова 11. Там достаточно большой выбор мотоциклов, но мой взгляд упал на эти два. Почему? Потому что они на самом деле очень-очень похожи, и даже я могу сказать, что конструктивно слизаны с КТМ и XC300. Мотоциклы эндуро, и они не для дорог общего пользования. То есть на раме даже написано, что запрещено ездить по дорогам общего пользования. То есть эти мотоциклы используются только для треков, либо для езды по лесу. Значит, в чем особенность данных мотоциклов? Сейчас расскажу о плюсах. Конечно, самый большой плюс данных мотоциклов — это цена. То есть вид у него идентичен с КТМом, но цена у него в 5 раз дешевле. Ну, это, наверное, огромный плюс, если вы не спортсмен и вам нужно просто кататься на красивом мотике по лесу, то данный мотоцикл вполне должен устроить потребителя. Значит, на мотоцикле 2019 года уже устранены все недочеты. Какие здесь были недочеты? Но из глобальных недочетов, которые я на самом деле даже не обратил внимания при покупке, это первое, это вынос подножек. То есть на 2019 году подножки уже стоят так, как они должны стоять. Стойка в них правильная, на них. Ноги не обжигаете об трубы выхлопные. Кик уже стоит такой, как должен стоять на кроссовом либо эндуро. Мотоцикл 250-кубовый, здесь в районе 20 сил. Но ввиду того, что он четырехтактный, он с низов едет достаточно хорошо. Он очень прост в обслуживании. И за эти деньги, напоминаю, я купил его в Санкт-Петербурге на Симонова 11 в Мотоактиве за 125 тысяч рублей. Это вполне себе ничего вариант. Единственное, что при покупке, после покупки, вернее, я столкнулся с рядом незначительных проблем. Это не касается продавца мотоциклов, это касается того, что это все-таки китайский производитель. Значит, первая проблема — это, конечно, цепь. Цепь стандартная стоит очень плохая, то есть она на 50 километрах пробега уже растянулась, задребезжала, и цепь нужно менять. Я поставил цепь цепь ЧЗ, вполне себе достойная цепь, недорогая, там стоит порядка 3000 рублей. Очень хороший вариант цепи. То есть многие кроссмены ставят на японскую технику тоже эту цепь ЧЗ, потому что она, себестоимость ее гораздо ниже, нежели любых других брендов. Также у меня были проблемы с подшипниками в колесах.
пришлось их поменять, потому что на пробеге 100 километров подшипники начали ржаветь и подклинивать колеса. То есть подшипники, конечно, и сальники не очень качественные здесь стояли. Но это все мелочи, это вопрос там 800 тысяч рублей. Также нужно было протянуть все болты, гайки и спицы, потому что они, естественно, были в расслабленном состоянии. И поменять жидкости обязательно нужно. Вот купил мотоцикл, сразу меняй жидкости, если речь идет о китайском мотоцикле. В мотоцикле меняется жидкость в вилке, в двигателе, потому что китайцы льют самое низкопотребное масло, и это, конечно, влияет на ресурс агрегатов. Также свечки поменять не мешало бы, потому что свечки тоже стоят не очень хорошие. А так тормозная система достаточно хорошая стоит. Тормозные диски симпатичные. И самое главное, что они тормозят. Колодки также тормозят. Колодки я не менял. В версии Pro, в версии Pro амортизатор идет регулируемый. Также вилка передняя регулируемая. Но если вы не спортсмен, по сути, достаточно обычные вилки. Например, как во втором стоит GR. У него обычная нерегулируемая вилка стоит. И обычный нерегулируемый амортизатор. Но их вполне себе хватает. Он едет достаточно мягко и плавно. Больше они ничем не отличаются, но стоимость у них отличается порядка 15 тысяч рублей. Также хотел бы обратить внимание на то, что в мотоцикле следует менять масло раз 250-500 километров, чтобы он проходил подольше, потому что двигатели все-таки как-никак китайские, и масло хорошо бы менять почаще. Значит, минусы первые линейки GR, которые выпускались до 2017 года. Значит, основной минус — это подножки, которые установлены в неправильном месте, то есть они должны находиться вот здесь вот. Тогда будет стойка хорошая и не будешь обжигаться об трубу. В данном случае, когда сидя едешь, обжигаешься об трубу, стоя едешь, также обжигаешься об трубу. Ну и, соответственно, длинный кик, как на восходе мотоцикля. Вот, а так все здорово. Единственное еще, что очень неудобно, это в GR до 17 года, чтобы поменять воздушный фильтр, а фильтр, как вы знаете, нужно менять после каждой покатушки, если вы катаетесь в грязи либо в сыпучих песках, потому что фильтр забивается, и есть вероятность, что попадет грязь в карбюратор, и тогда придется поработать над ним долго и муторно. Соответственно, в 2017 году, до 2017 года в GR проблемы с заменой фильтра. То есть, чтобы поменять фильтр, нужно разобрать полностью весь пластик, всю заднюю часть, снять сиденье, весь пластик. Тогда вы только можете добраться до фильтра. В 2019 году уже таких проблем нет. То есть в 2019 году снимаете сиденье, снимаете часть пластика и выкручивается сам фильтр непосредственно. То есть здесь уже более продуманный вариант эксплуатации. Что касается рулей, на
GR 2017 года стоит стандартный руль с логотипом ProTaper, то есть, ну, естественно, это, конечно, не настоящий ProTaper, это китайский ProTaper. И руль очень мягкий, то есть при легком падении руль загибается. Вот. Значит, на 2019 год был установлен Рентал. Рентал почему? Потому что он руль более прочный, на мой взгляд, удобный. Также куча других рулей, которые можно установить в стандартные места. Также хочу обратить внимание, да, что в 2019 году подсос находится у ручки сцепления. Очень удобно, то есть когда заводишь мотоцикл, то есть с кика, либо с электростартера, вполне себе удобно. В мотоциклах до 2017 года, в GR-ах, у них подсос находится, ну, в данном случае у меня он вообще убран, а так он находится в правой части. Это не очень удобно, комфортно и, на мой взгляд, так не должно быть. Значит, что еще можно сказать ввиду того, что мотоциклы эксплуатировались одинаково. Значит, в 17-м, в GR до 17 года, ну, в данном случае это 17 года, он не держал обороты, либо обороты залипали, разобрали карбюратор, и в карбюраторе, я не знаю, как в других моделях, но в данном случае в моей модели как бы оказалось, что карбюратор изнутри был с значительным браком, то есть там был напаян металл какой-то лишний, то есть карбюратор внутри не отполированный, как должен быть, а с какими-то стружками, напайками и так далее. То есть в данном случае как бы он работал некорректно, и мы приняли решение поменять карбюратор на другую модель. Он немножко побольше. Ввиду этого мы сняли подсос, и подсос находится на самом карбюраторе. Поставили карбюратор Nibbi, и, соответственно, регулировку было не поставить. Пришлось сделать дырочку в раме, и отверточкой можно регулировать обороты. Также, что касается клапанов. Клапана тоже подстукивали, несмотря на то, что мотоциклы совершенно новые были. То есть они требовали, конечно, доработки. И клапана пришлось регулировать. В плане тормозной системы вопросов никаких нет, они одинаково хорошо тормозят. Выглядит достаточно кайфово, то есть внешне практически, кроме выхлопной трубы, ничем не отличается от КТМ. Вот. На 2019 год мы наклеили стандартные наклейки от КТМ, и выглядит вполне себе достойно. Что касается дисков, диски довольно-таки приличные, просто их нужно было подтянуть. Также дополнительно установлены буксаторы на оба мотоцикла, ввиду того, чтобы если ездить по грязи, то есть, соответственно, давление должно быть пониженное в колесах, и чтобы не провернулось и не остаться со спущенным колесом, устанавливаются буксаторы. То есть это немаловажно для езды на эндуро и кроссовых мотоциклах. Звук у мотоциклов достаточно хороший, мощный звук,
несмотря на то, что у них там 20 сил, едут они достаточно прилично, мягко. То есть они четырехтактные, и с низов они едут. То есть если вы не спортсмен и вам не нужно показывать какие-то результаты, а просто кататься по даче, по лесу, то мое мнение, что GR1, они самые качественные и самые красивые мотоциклы среди китайских экземпляров. То есть запчасти также можно покупать китайские, но что-то подходит от КТМ. Потому что фильтр, например, воздушный поставили от КТМ, но у нас просто он валялся, и он идеально подошел на штатные места. В 2019 год, в 2017 он не подойдет. Но модели до 2017 года я, как эксплуататор двух моделей, не советую брать. А так, мотоциклы очень достойные. И за эти деньги это идеальный вариант для покатушек, для какого-то старта, если вы ни разу не катались, и это будет ваш первый мотоцикл. Это очень достойный вариант. Но не забывайте про то, что перед эксплуатацией нужно всегда проверять затяжки всех болтов и менять масла, потому что это китайский мотоцикл все-таки. Также хотел бы обратить внимание на сиденье. Это, конечно, не очень важно, но кто катался в дождь и в снег, они могут заметить то, что вот на GR 2019 года у него поверхность сидения более цепкая. То есть пятая точка не будет съезжать с сиденья, если вы будете подниматься куда-то в гору или просто кататься там по каким-то пересеченным местностям. До 2017 года мотоцикл, у него сиденье достаточно гладкое, и если у вас будет мокрая пятая точка, то вы будете просто скользить по этому сиденью и можете выпасть из него. Мотоциклы достойные. Всем спасибо.